Григорцева Марина. Я представляю организацию «Винница Даун-синдром Украина» и приехала с проектом «Don't worry, be happy». Это показ мод, в котором участвовали детки с синдромом Дауна. Вот. Уникальность проекта была в том, что это мое детище, то есть я по специальности конструктор-модельер, вот, и являюсь мамой солнечного малыша, который тоже был моделью на моем показе. If this night is not forever, at least we are together. I know I'm not alone. I know I'm not alone. Anywhere, whenever, apart but still together. I know I'm not alone. 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 Unconscious mind, I'm wide awake. Wanna feel one last time. Take my pain away. If this night is not forever, at least we are together. I know I'm not alone. I know I'm not alone. Anywhere, whenever, apart but still together. I know I'm not alone. I know I'm not. Заявили о себе, мы провели несколько мероприятий актуальных, так скажем, вот, и вот собираемся мы с родителями и думаем, какое следующее мероприятие мы могли бы провести, чтобы расширить информационный круг, чтобы показать наших детей и в то же время привлечь спонсоров. Вот, потому что вот на данный момент у нас открылся центр развития для солнечных деток, и нам очень нужно много средств, чтобы оснащением мы занимались до этого, теперь педагогов нужно и на обучение отправлять, и как бы много растрат по центру. Это родительская организация. Первоначально она существовала, когда начала существовать, состояла из 9 семей. Вот на сегодняшний день нас уже больше 50. Наша цель — вытащить их из домов, чтобы они своих детей показывали, потому что, вот, допустим, перед показом у нас стал вопрос, что нужны были профессиональные фотографии детей. Вот. И у многих родителей даже не было этих фото с детками, то есть это говорит о том, что они стесняют своих детей и не показывают, боятся показывать их. Вот, то есть показ был для многих первым шагом вот, вывести в люди перед такой аудиторией ребенка. Очень интересный проект. Название «Don't worry, be happy» не просто так. Оно как бы в переводе «расслабься и будь счастлив». Да? Мы не хотели, чтобы люди, которые пришли к нам на показ, чтобы у них были чувства жалости. То есть все было построено на позитиве. Мы за 2 месяца до показа обратились в агентство модельное. Они согласились сотрудничать с нами и обучить наших детей. Ну, то есть мы верили в них, но мы очень боялись, чтобы у них все получилось. Они на репетициях очень старались. Они чувствовали себя звездами с первой репетиции. Вот 2 месяца длились репетиции. Тем временем отшивалась коллекция. Коллекция состояла из более 100 единиц одежды. И моделями участвовали 40 детей, из них больше 20 были с синдромом. Возраст от года, это мой малыш, был самой маленькой моделью, и до 38 лет, самому старшему парню, так сказать, с синдромом было 38 лет. Уникальность в чем? Что гости могли пообщаться
как с маленьким ребенком, так и со взрослым синдромом. Были репетиции, девочка их обучала, мы договорились в ресторане города Винницы о зале, приглашенных было более 200 человек, то есть 200 было билетов. Но было очень много гостей, желающих попасть, которые стояли и наблюдали за шоу. Была программа, вот. Они выступили очень замечательно. Это было такое шоу, люди подходили потом к нам и говорили: вы не представляете, насколько смешанные были эмоции. И смеялись, и плакали, и радовались за них. Мы привлекли большее количество спонсоров. Мы собрали существенную сумму денег и на оснащение нашего центра, который вот месяц назад мы открыли. Вот. Ну, такого вида проекты должны быть, чтобы показывать наших детей, что они обучаемые, что они классные, что они все могут, у них все получается. Вот. Ну и как бы показать людям, которые хотят помочь такого рода организациям, что благотворительность — это классно, это от души, это замечательно, это не трудно. Но пока мы специализируемся только на детках солнечных. У нас есть 11 педагогов. Вот. Это логопед, арт-терапия, монтессори, физреабилитация. Уже сейчас не вспомню так быстро такое количество педагогов. Нумикон. Ну, в общем, все педагоги, которые требуется детям от 0 с синдромом, то есть для наших детей чем раньше начать заниматься, тем лучше. Ну, до этого времени, пока не открылся наш центр, в Виннице не было для деток от 0 ничего. Мы вот вынуждены были с нашим Семеном ездить в другой город на занятия. Но сейчас, слава богу, уже мы на месте. Вот у нас психологи, есть критические психологи. На самом деле очень важно, когда появляется особенный ребенок в семье, чтобы человек понимал, куда он может обратиться за поддержкой, где ему могут объяснить, что дальше. Да? Вот я пришла в эту организацию, нашему Семену было 4 месяца. Они меня очень поддержали, колоссально, спасибо им огромное. Основатель Наталья Косницкая, у нее девочке 7 лет. Вот, то есть она в этом всем уже 7 лет практически. Да? Я новичок, ну, я буду вместе с нашим малышом расти, развиваться, учиться. Эти дети есть, что они есть как маленькие, так и взрослые, что они в социуме, что с ними можно общаться, их можно обучить. И они могут наравне с обычными детьми участвовать вот в такого рода мероприятиях. Девочки-модели подходили, которые с модельного агентства после показа благодарили за опыт, который они приобрели во время показа с особенными детьми. То есть они почувствовали любовь от них, насколько они открыты, искренние, ну, то есть они естественные. Идея возникла за год до того, как мы реализовали ее. Вот мы сидели за чашечкой кофе, Наталья Косницкая, Татьяна Гнатык и я, это мамы все солнечных деток. Вот, и думали, как нам быть дальше, что нам придумать такого, чего еще в принципе не делал никто, вот, чтобы как-то привлечь наших детей. И вот возникла такая мысль. Ну, скажу честно, возникла она не у меня, потому что я человек не публичный. Я занимаюсь пошивом одежды уже много лет, но мысли там о какой-то коллекции, создании у меня не было. То есть если бы не малыш, то я бы к этой мысли так и не пришла, потому что целью было не показать меня как дизайнера, как такового, а показать детей. Вот, но они на таких эмоциях, они подпрыгивали, они шли по подиуму, большое количество людей, и они не боялись, потому что репетиции проходили без аудитории, допустим. Вот, и мы переживали, что они испугаются. У них настолько были искренние, открытые эмоции, что там плакал весь зал. Плакал не от жалости к этим детям, а от того, насколько они чувствовали себя счастливыми в этот момент. Спрашивают, мы периодически так встречаемся. Вот у нас было открытие центра, они приходили от своего центра, они занимаются в центре, где уже для старших, с подарками к нам, как на экскурсию. Спрашивали, когда еще что-то будем. Родители
мысль такую, подтолкнули на такую мысль, чтобы сделать коллекцию мамы с детками. Вот. Ну, это в дальнейшем посмотрим, как. А есть пару девочек, которых после показа уже стали приглашать в модельное агентство, да, на участие. Одна девочка у нас участвовала в Киеве в конкурсе всеукраинском, сейчас если вспомню, то есть «Самые красивые дети Украины». Да, и она заняла призовое место.